Здравствуйте. Наша тема встречи сегодняшней — Виктор Ананьевич Дегала и морской сборник. Два слова о Викторе Ананьевиче. Он был моряком-подводником, родился в Одессе. Там есть романтическая история о том, что братья научили его в 5 лет плавать, но просто, может, они его уронили с пирса в море, он сам поплыл. Но, во всяком случае, ему понравилось, и он мечтал быть моряком. Но отец его отправил в художественную школу, но он оттуда смог как-то уйти. И в 1940 году поступил в военно-морскую спецшколу. Это перед войной у нас были созданы в Советском Союзе артиллерийские, авиационные и военно-морские специальные школы, которые были прототипами позднейших нахимовских училищ. Потом он с этой школы был эвакуирован. В конце концов, он закончил Бакинское военно-морское училище в 1947 году. Но я напомню, что во время Великой Отечественной войны в Баку были эвакуированы из Ленинграда. Скажем, училище Фрунзе военно-морское, то есть наше главное училище, морской корпус, было эвакуировано туда, и там много кто закончил это училище. Кстати, вот я имел честь учиться у Юрия Георгиевича Алексеева, профессора нашего университета, который был одногодком как раз Дегала, и закончил тоже Бакинское училище в 1947 году. Они, получается, были однокурсники и выпустились вместе. Но Юрий Георгиевич через несколько лет во время боевого тролления получил травму, был списан с флота и пошел по исторической части. И еще служа офицером, он начал учиться на вечернем отделении исторического факультета Ленинградского университета, но и потом стал специалистом по истории Ивана III. И автор, я очень рекомендую его, как минимум, научно-популярную работу «Государь всея Руси», посвященную Ивану III и его роли в создании русского централизованного государства. А вообще и остальные работы Юрия Георгиевича, конечно. Но я ходил на семинар к Юрию Георгиевичу. Юрий Георгиевич очень любил отвлекаться от истории крестьянства, истории 15 века и о военно-морской истории общаться. Он был очень такой приятный человек. Но я от него вынес одно выражение — это вензеля генерального штаба или вензеля морского генерального штаба, то есть когда что-нибудь переусложненное вы видите перед собой, такое явно, с явными наворотами. Юрий Георгиевич называл это вензеля генерального штаба и учил, что вот в простоте истина, то есть не надо стараться переусложнить вопрос, который на самом деле можно решить проще. Но вернемся к нашему герою сегодняшнему. В отличие от Алексеева Юрия Георгиевича, Дегала успешно служил на флоте, был подводником, служил на Тихом океане, участвовал в походах на экспериментальных подводных лодках, находился у истоков нашего ракетно-ядерного флота. И, кстати, здоровье подорвал на этой службе, потому что в итоге он в отставку был уволен по болезни. Но в нем проснулся еще и писательский талант. Он стал журналистом, писал в военной прессе. Потом он стал редактором морского сборника. Морской сборник, я напомню, это старейший в мире непрерывно издаваемый военно-морской журнал, издаваемый еще с конца 40-х годов XIX века. То есть даже в Великобритании, которая, казалось бы, владычица морей и хранительница морских традиций, даже у них самый старый морской журнал — это Mariner's Mirror. Он начал издаваться в 1910 году. Он военно-морской исторический. А морской сборник был изначально основан как универсальный морской журнал, как это понимали в XIX веке. То есть это была ежемесячно издавалась толстая книжка, которую человек должен следующий месяц читать, пока не выйдет новый номер журнала. И там был отдел официальный, где были разного рода приказы, распоряжения, и отдел неофициальный, гораздо больше по объему, где были статьи, посвященные разным военно-морским темам, в том числе и вопросам истории военно-морского флота. Но после революции морской сборник очень похудел, и до наших дней он дожил в таком отощавшем виде. Есть такое выражение «фитоняша» сейчас. Он превратился в фитоняшу, и объем материалов, который в нем публикуется, уменьшился. Но, тем не менее, формальная преемственность соблюдена, и журнал этот продолжает издаваться. Я бы хотел сегодня остановиться на вещи, которые, скорее всего, вам будет более интересно, чем то, что я сейчас вам рассказываю. Дело в том, что Дегала написал такую книжку «Откуда и что на флоте пошло». Но это вот ее первое издание. И в моей домашней библиотеке она в первом издании. Это вот ее второе издание.
Кроме того, он стоял у издания вот такого вот, ну, это набор открыток формально, то есть такое вроде как не очень серьезная вещь «История корабля». Но вообще я должен сказать, что в свое время вот этот набор «История корабля», он был в 2 частях издан в конце 80-х годов, произвел лично на меня потрясающее впечатление, потому что в Советском Союзе ничего такого не издавали до этого. Это было первым набором, ну, 2 набора по 32 открытки с хорошими рисунками кораблей от древнейших времен до ну, конца парусной эпохи, которые прямо, ну, будили фантазию, будили интерес к военно-морскому флоту. И с точки зрения пропаганды флота, пропаганды военно-морской истории, это было очень большое дело. Сейчас, конечно, трудно оценить вот эти издания открыточные в эпоху интернета, но, тем не менее, тогда это было, что называется, бомба. И Дегала обладал талантом популярно, понятно, доходчиво рассказывать разные вещи. Ну и, в частности, эта книга «Откуда и что на флоте пошло», она разбита на небольшие главы, посвященные разным сюжетам военно-морского церемониала, военно-морского быта, военно-морских традиций. Ну и я хотел бы скорее, ну, как бы в память о Дегала рассказать об этих вещах, но должен сказать, что, ну, как историк, уже на профессиональную почву вступая, нельзя не сказать, что все-таки за 30 лет, которые прошли, даже 40 почти после первого издания этой книги, прошло уже немало лет, историки накопали много чего. Я буду рассказывать уже немножко по-другому о каких-то вещах, о которых Владимир Афанасьевич в свое время написал по-другому. Но это естественно, потому что любая наука развивается, мы движемся вперед. И, кстати, Алексеев стал же доктором исторических наук и профессором университета, закончив военно-морское училище. Ну а вдруг среди вас тоже кто-то через 20 лет, 10-20 лет пойдет по стезе исторической науки, просто имейте в виду, что историков не так много. И каждый раз, когда вы приходите в архив, вы, ну, опять, ну, не с первого раза, а с 5-го раза, вы найдете обязательно какой-то документ, который вы держите в руках первый, как исследователь. То есть его держали в руках архивисты, которые проверяли его сохранность, учитывали его, но как исследователь вы будете держать это дело первый раз или этот документ, а это 18 века документ, например. В моей практике исследовательской было несколько очень интересных архивных находок. Ну, в частности, вот какие вещи удается найти, да? У нас первая печатная артиллерийская экзерциция, то есть инструкция о действиях артиллерийского расчета при орудии корабельном, первая печатная — это 30-е годы 19 века. Ну, а, кстати, первая со схемой — это вообще 50-е годы 19 века, где не только текст, но и есть схема, как они должны стоять вокруг орудия и действовать. Ну и как-то не очень это интересовал вопрос, а что в 18 веке у нас было. Но вот мне удалось найти экзерцицию, записанную в конце 40-х годов 18 века, которая восходит к экзерциции 1717 года, которая существовала в устном варианте, а надо подчеркнуть, что люди не очень давно научились издавать книжки по любому поводу, и в ту же Петровскую эпоху обучение выглядело как выучивание наизусть. Это интересный опыт для тех, кто сейчас учится, как представляли себе обучение в Петровское время и в XVIII веке вообще. Знание о том, что есть какой-то справочник, в который вы полезете и что-то там найдете. Нет, потому что никаких справочников не было. Вы должны были все выучить наизусть. Причем так, чтобы не нуждаться вообще ни в каких пособиях. И дальше сохранились от 18 века, в том числе, кстати, вот здесь, в Центральной военно-морской библиотеке, есть такого рода источники, сохранились такие сборники, напоминающие одновременно и конспект, и какие-то выписки, и собственные заметки людей, которые обучались морскому делу. И, как правило, эти записки передавали потом младшим товарищам. То есть их не хранили сами люди, потому что они в этом не нуждались. Они и так все выучили наизусть. Ну, понятно, вы, конечно, возразите и с приправы будете, что объем наук был немножко меньше в Петровское время, вот, но, тем не менее, подход был именно такой. И предполагалось, что обученный человек не нуждается в разных методичках, там, справочниках, каких-то бумажных записях, потому что у него есть крепкая память. И вот этот момент как раз, ну вот сейчас только оказался осознан. То есть еще несколько лет назад вот так эту вещь, ну, я бы не сформулировал.
Но давайте пройдемся по разным нашим морским традициям. Знакомый вам Андреевский военно-морской флаг и знакомый вам Гюйс. Это очень интересная история. Вообще флаги сами по себе появляются в современном понимании этого слова только в эпоху великих географических открытий, потому что до этого существовали гербы. И герб принципиально рисовался на щите рыцаря, ну или на какой-то твердой основе. Мог быть флаг цвета герба рыцаря, но он играл глубоко вспомогательную роль. Были сухопутные знамена. Вот тут есть очень тонкое различие. Знамя — это принципиально уникальная вещь. Знамя всегда существует в единственном экземпляре. И знамя — это, сухопутная армия — это символ воинской чести, а флаг — это принципиально тиражируемая вещь. То есть флаг можно купить в магазине. Пойти в магазин, купить там российский триколор или купить военно-морской флаг, но знамя купить, какое-нибудь может, в антикварном магазине, но все равно оно будет в одном экземпляре. Флаг, точнее, появляется как вот эта тиражируемая вещь в эпоху великих географических открытий, когда выясняется, что нужно четко различать корабли разных стран. И эти флаги имели громадные размеры. Кстати, чтобы вы понимали, какого размера были флаги на больших линейных кораблях парусного флота XVIII века. Размер флага мог быть 6 на 9 метров кормового. Единственное удивление испытываю перед этой цифрой, потому что как же парусил этот флаг и как же он влиял на управление парусным судном. Поэтому флаги, кстати, несли редко. И на ночь флаг спускали даже в море, его не несли, в плохую погоду его тоже спускали, потому что все равно никто бы ничего не увидел. Даже днем могли не нести флаг, а поднимали его только если поблизости оказывались иностранные корабли для того, чтобы обозначить свою государственную принадлежность. Кстати, согласно этике военно-морского флота XVIII века, было законно подойти к врагу под чужим флагом, нейтральным или вражеским. Это не считалось чем-то недопустимым, но с первым пушечным выстрелом нужно было спустить этот чужой флаг и поднять свой. Уже вести огонь под чужим флагом было нельзя. А подойти в качестве хитрости было можно. Кстати, на борту русских кораблей было положено иметь военно-морские флаги всех основных государств. Благо их было не очень много, там их было 5-6. Морских держав европейских, для того, чтобы можно было, во-первых, использовать их как флаг вежливости при заходе в порты, а во-вторых, чтобы можно было и военную хитрость применить при необходимости. Простые вопросы — это вопросы, на которые труднее всего отвечать. Вот вы не задавали вопроса, почему Андреевский флаг несет на себе синий Андреевский крест? Почему, не красный Андреевский крест? Почему косой крест, а не прямой крест? Почему он белого цвета, а не зеленого? Это вполне законный вопрос. Кстати, ответ на него найти очень сложно, но я вам все расскажу. Здесь есть цепочка следующая. Петр I считал чрезвычайно важной для России легенду о посещении Руси Андреем Первозванным. Эта легенда содержится в повести временных лет, нашей первой летописи. Андрей Первозванный якобы из Рима доплыл до Киева и благословил Киевские горы, где потом был основан Киев, и оттуда пошла русская земля. Потом Андрей был распят на косом кресте, потому что он не хотел уподобиться Христу и просил палачей, чтобы его распяли как-нибудь по-другому. Поэтому косой крест получил название Андреевского креста. И в Европе есть еще одна страна, которая считает, что ее посетил святой Андрей и благословил. Это Шотландия. Шотландцы еще в глубоком Средневековье придумали себе синий флаг с белым косым крестом. Почему вот это сочетание они выбрали, это отдельный интересный вопрос, на который и шотландцы толком ответа не придумали. Возможно, потому что бело-красное сочетание было занято английским красным крестом на белом фоне. Но, во всяком случае, этот крест в Шотландии стал очень популярен. И Петр, когда посетил Британию в 1698 году во время Великого посольства, он увидел этот шотландский флаг. А дело в том, что в те времена, до 1707 года, британские корабли несли на носу Union Jack, то есть объединенный флаг Англии и Шотландии, а на корме несли либо шотландский, либо английский флаг, в зависимости от того, шотландскими они были или английскими. В 1707 году они и на корме стали нести Union Jack в крыже. Основное поле было красным, синим или белым. Но, во всяком случае, Петр увидел этот флаг, и он его просто позаимствовал.
и вывернул наизнанку, то есть просто заменил цвета на противоположные. И вот тут вот вы можете сказать, как же так, вот, Кирилл Борисович, вы подрываете наше уважение к Андреевскому флагу. Ничего подобного. На самом деле практически все символы всех стран являются заимствованными. И Россия породила целую плеяду флагов государственных. Ну, посмотрите на флаг. Сербии, Словении, Хорватии, Словакии, они все бело-сине-красные в разной комбинации, потому что бело-сине-красный флаг, опять же, я еще вернусь к нему, почему он появился в России, воспринимался в XIX веке как славянский флаг, ну а дальше и чешский флаг, тоже бело-сине-красный, ну, с другой комбинацией фигур на нем. Все это воспринималось как славянские цвета, и у России они заимствовались. А болгары просто заменили синий на зеленый, и получился болгарский флаг. А у Советского Союза сколько заимствовали флаг? И китайский флаг, и вьетнамский флаг. Это все вариации на тему советского красного флага с серпом, молотом и звездой. Но у китайцев там вместо серпа и молота дополнительные звезды, у вьетнамцев одна большая золотая звезда. Но это как раз, если у вас заимствуют символы, это означает, что вы являетесь авторитетной страной. Вам хотят подражать. Ну, посмотрите на африканские бывшие колонии Франции. Там у них у всех триколоры, но вместо сине-бело-красного, там зелено-желто-красные, например, триколоры с разного рода звездами. И есть даже понятие семейства флагов, то есть флаги, которые происходят из одного корня, так сказать, от одного прототипа. Да вот еще один пример наших вещей на флагах разных заграничных стран. На флаге Мозамбика изображен автомат Калашникова. Насколько я знаю, Михаил Тимофеевич Калашников очень этим гордился. И такое, чтобы образец оружия, конкретный, современного оружия 20 века, был помещен на флаге страны, это, по-моему, уникальный случай. Я не знаю второго такого случая. Ну, а автомат Калашникова чей? Конечно, наш. То есть это тоже наше наследие историческое. Поэтому не будем стесняться того, что Петр решил шотландский флаг взять за образец. И, в конце концов, здесь даже есть философское в определенной степени соображение. Не важно, как выглядит ваш символ, важно, чем вы его наполните. Но я напомню, что свастика — это древний индийский, да вообще индоевропейский символ солнца, а стоило 15 лет плохим людям попользоваться свастикой, и свастика стала, ну, просто табуированным символом, запрещенным, заклейменным, и мы к ней относимся нехорошо. А сам по себе символ-то чем виноват? Также и с Андреевским флагом. Неважно, где его Петр подсмотрел, главное, каким содержанием его наполнили за 30 лет существования нашего флота, а наполнили его прекрасным содержанием, потому что под этим флагом были одержаны блестящие победы, были совершены географические открытия выдающиеся, подвигов было совершено множество. Так что не надо, ну, как бы сказать, испытывать смущение по поводу того, что у него есть шотландский прототип. А вот с нашим Гюйсом и крепостным флагом получилась примерно та же история. Вот внизу здесь на слайде английский Гюйс, причем в том виде, Union Jack, в том виде, в котором он был в 1698 году. Здесь нет косого красного креста, который появился в 1798 году и который означал Ирландию. И вот этот флаг, цвета его были изменены, и Петр получил наш Гюйс и крепостной флаг, ну, вынеся еще Андреевский синий крест на первый план. Вот заметьте, что англичан английский красный прямой крест разрывает весь флаг, а у нас синий косой крест на первом плане этого флага. Обычай поднимать на носу российских кораблей вот этот Гюйс, а на корме Андреевский флаг, он тоже был заимствован в Великобритании. Но в Великобритании до 1707 года это имело смысл, потому что Гюйс обозначал, Union Jack обозначал союз Англии и Шотландии, а кормовой флаг обозначал конкретную страну. А у нас такого смысла в этом не было, просто это было подсмотрено как традиция. Но, кстати, в британском флоте с 7 года несли 3 кормовых флага, разные эскадры, синее, белое или красное полотнище с Union Jack'ом в крыше. Современный британский флаг военно-морской, который вы все, конечно, себе представляете, это бывший белый флаг, один из 3. В России тоже эту идею взяли на вооружение. У нас тоже флот нес большую часть времени своего парусного существования 3 кормовых флага, в зависимости от принадлежности корабля к той или иной дивизии или эскадре. То есть в этом не было глубокого смысла, но как бы вот такая традиция существовала. Если говорить о нашем торговом флаге, то, конечно, это голландский флаг с переставленными полосами.
И тут тоже не надо стыдиться. Вот все мои объяснения по поводу происхождения Андреевского флага имеют такую же силу и применительно к нашему торговому флагу, ну, который теперь стал национальным флагом. Тоже не надо стесняться того, что взяли полосы, переставили, так все делают. И когда словаки, словенцы, хорваты, сербы свои флаги придумывали, они взяли российский флаг, там сербы перевернули вверх ногами, а остальные там переставили полосы. Ну, собственно, почему бы и нет. Еще один флаг, который использовался на флоте до революции, это штандарт, желтое полотнище с черным орлом, который держит в клювах и пастях 4 карты морей. Карты морей, кстати, менялись по мере выхода России к новым морям. Первоначально при Петре это были Балтийская, Белая, Каспийская и Азовская. Потом Азовская заменили на черное, когда при Екатерине уже Черноморский флот был основан. А уже в самом конце XIX века Каспийское море заменили на Тихий океан, когда на берегах Тихого океана уже Россия пустила корни. И вот этими картами штандарт отличался от дворцового штандарта. А в дворцовом штандарте, который использовался на суше, орел держит не карты, а скипетр и державу в своих лапах, а в клювах он ничего не держит. А вот этот герб, конечно, был в свое время еще в конце 15 века подсмотрен у германских императоров. Есть такая легенда, что якобы Софья Палеолог, которая вышла замуж за Ивана III нашего, привезла его из Византии. Это, ну, так сказать, отвергнутая версия. Она романтическая, конечно, но отвергнутая, потому что, знаете, Иван III настолько высоко ставил русское государство, он, кстати, отказался от королевской короны, которую ему предлагал германский император, заявив, что мы сами по себе независимые, нам не нужны никакие подачки со стороны. И чтобы такой лидер страны взял герб своей жены, ну, по понятиям патриархального общества 15 века это было абсолютно невозможно. Россия всегда ориентировалась на хорошие образцы, кстати. Вот тоже, когда говорят, что у нас есть люди, их мало, к счастью, но иногда встречаются, которые говорят, что Россия там какая-то вот закостеневшая страна, там отсталая, дикая. Это абсолютная ерунда, потому что я не знаю другой такой страны, которая бы так охотно заимствовала вообще любой опыт. Но не любой на самом деле, а самый передовой, потому что многократно повторялась история в нашей истории, когда возникала ситуация нашего относительного отставания, и это очень стимулировало, тут же начиналось заимствование, но заимствование очень качественное, очень такого высокого уровня. Дальше мы все это перерабатывали и выдавали новый продукт оригинальный, еще выходили на какие-то первые места. Иван III решил, что если подражать, то самому авторитетному государству Европы, Германской империи, потому что она была единственной империей, а это выше, чем любое королевство, и по этикетным понятиям германский император был главой Западной Европы, но, собственно, только у таких можно что-то заимствовать. И вот был заимствован двуглавый орел, который до конца Российской империи был очень похож на габсбургского орла, который использовался в Австрии, потом Австро-Венгрии. И сама идея этого желтого фона, она тоже была подсмотрена там. Кстати, у нас был короткий момент при Александре III, когда попытались ввести, ввести флаг черно-желто-белый для Российской империи. Это похулиганили немецкие геральдисты, которые работали в России. Формально, с точки зрения законов геральдики, действительно гербовые цвета Российской империи черный, желтый и белый. Черный орел на желтом фоне или золотом с белыми или серебряными когтями и клювом. И, по идее, флаг должен был отражать цвета герба. Но это общий принцип европейской геральдики. Но когда был введен этот черно-желто-белый флаг, просто эстетическое чувство здесь взбунтовалось. И для русских людей только черти в гиенну огненную могли бежать под таким флагом, потому что для нашей традиции черный и желтый — это сочетание вообще ни с чем хорошим не ассоциировалось. В этом смысле вопрос к дизайнерам Билайна, чем они вдохновлялись, когда делали свой дизайн. Но он броский, конечно, но вот такой не очень хороший по цветовой гамме с точки зрения российских традиций. И этот флаг был отменен Александром III. К счастью, он вернулся к бело-сине-красному флагу. Эти цвета уже к этому времени считались славянскими. Опять же, как это легко укореняется? Ведь это же голландский флаг переставленный. А потом привыкли, что это российский символ, и решили, что Россия самая сильная славянская держава. Значит, и славянские цветы. И тут же чехи, сербы, хорваты, словенцы, все, пошли подражать.
Ну, а после революции у нас была не менее интересная история с флагами. Первый наш военно-морской советский флаг — это красное полотнище с вырезом, с косицами с декабря 17 года. Ну-ка, товарищи моряки, какой сигнальный флаг по России, нашему военно-морскому своду, какую букву означает красное полотнище с косицами? Я знаю, что уже не учат семафор флажный и морзянку, а теперь уже и флаги расцвечивания прочитать моряки не могут. Это буква «наш» или «Н». В однофлажном варианте означает либо, ну, кстати, совпадает с флагом, который означает «Браво», то есть буква «B» в международном сигнальном своде, и в международном сигнальном своде он означает «Имею на борту опасный груз», а в нашем военно-морском своде он означает «Гружу боеприпасы», а по дореволюционному сигнальному своду он означал еще и «Готов к открытию огня». То есть, когда была пробита тревога на корабле, то поднимали вот такой флаг. Это был сигнал адмиралу, что конкретный корабль готов к открытию огня, и все люди находятся на местах, орудия заряжены, и можно открывать огонь. Так вот, когда революция Октябрьская в России, ну, на самом деле не Октябрьская, на самом деле февральская еще революция случилась, у нас красный флаг начал продвигаться как государственный, он до сентября 17 года поднимался наряду с бело-сине-красным, а с момента объявления республики 1 сентября 17 года Керенский объявил красный флаг государственным флагом России еще до Октябрьской. И уже после октября красный флаг стал господствовать, и на кораблях его с декабря 17 года поднимали вместо Андреевского. Почему именно вот этот сигнальный флаг? Да просто потому, что другого красного полотнища, приспособленного к поднятию в качестве флага, на кораблях не было. Поэтому брали сигнальный флаг наш и поднимали в качестве кормового флага. И он еще оказался вот с этими косицами, с этим вырезом. Ну, как бы почему бы и нет. В октябре 2020 года было решено, что надо как-то этот флаг сделать отличающимся от сигнального, и на нем нарисовали якорь, звезду и надпись «РСФСР» на штоке якоря, но, честно говоря, эта надпись вообще не была видна никому. И это был неудачный флаг, потому что он был просто неразличим. Поэтому от него скоро отказались в 23 году. Ну а Дальневосточная республика, небольшое время существовавшая в качестве буфера между японскими интервентами на Дальнем Востоке и Советской Россией, она пользовалась вот таким красным флагом с Андреевским крестом в качестве военно-морского флага, потому что у нее были, ну, не морские, но речные силы. Амурская флотилия подчинялась Дальневосточной республике, и на ее кораблях короткое время вот поднимался такой флаг. Ну а Гюйс остался неизменным, видимо, потому что основной цвет его красный, ну и решили, что он и так вполне себе революционный. Но в 23 году было решено принципиально новый военно-морской флаг создать, и здесь тоже, опять же, ну вот не будем, что называется, скрывать, явно вдохновлялись японским военно-морским флагом. Вот если вы помните, японский военно-морской флаг — это белое полотнище с красным солнцем и лучами. То есть государственное — это красное солнце без лучей в виде круга, а военно-морской — с лучами. Здесь, опять же, отзеркалили цвета, красный фон и белое солнце, и звезду поместили на этот фон. Но в то время у нас не было Тихоокеанского флота. Все 20-е годы наши военно-морские силы на Тихом океане были ничтожными, и поэтому с японцами наш военно-морской флаг встретиться практически не мог, и не возникало никаких проблем в связи с этим. В Гюйс добавили красную звезду. Но когда у нас появился Тихоокеанский флот в 1934 году, видимо, решили, что будет не очень хорошо, что у нас флаг действительно можно перепутать с японским, особенно издали, и вернулись к бело-синей гамме Андреевского флага, но в другой геометрии. Вот возник классический советский военно-морской флаг 1935 года образца, белое полотнище с синей полосой по низу и красной звездой и серпом и молотом. Кстати, этот флаг тоже вызвал подражание. Болгарский военно-морской флаг Народной Республики Болгария в 50-е, 80-е годы выглядел так же, но с зеленой полосой внизу. Так тоже бывает. Кстати, у нас этот флаг имел еще один вариант, когда в 1991 году Советский Союз уже исчез, а Черноморский флот еще не был разделен между Украиной и Россией. На кораблях Черноморского флота поднимали такой флаг, но без звезды и серпа и молота, то есть белое полотнище с синей полосой по низу. Он до 93-го года существовал, пока флот не был поделен. Но и Гюйс изменился, но, кстати, Гюйс приобрел еще одно значение. Вот этот советский красный Гюйс с контурной звездой, к тому же стал еще и флагом сухопутных войск.
То есть получилась такая красивая символика. У нас в 20 веке уже гюйс начали поднимать только на кораблях первого и второго ранга и только на якоре. То есть на ходу гюйс никто не несет. Но это поздняя традиция. До середины 19 века его спокойно несли на ходу. И корабли и не первого, второго ранга, а более низких рангов. Но в наши дни уже это вот так. И получилось, что когда корабль стоит на якоре и он большой, он поднимает еще и флаг сухопутных войск, ну, передавая привет вот сухопутной армии. Ну, а в 91 году у нас снова вернулись к Андреевскому флагу, причем там был тонкий момент. В 2000-е годы уточнили цвет креста на Андреевском флаге. Он был такой более светлый, а сейчас он стал более темным. Но это правильно, потому что в 18 и 19 веке он был довольно темным. Но иногда он выглядел светлее, потому что красители были нестойкие, они выгорали, и на флаге, который уже прослужил некоторое время, крест мог казаться голубым, хотя, строго говоря, голубым он никогда не был. Это красивая история о том, как много можно вспомнить, когда мы смотрим на военно-морской флаг. Кстати, традиции, связанные с подъемом и спуском флага, вот любопытно, когда появились, потому что сейчас на кораблях, особенно военных, они очень тщательно соблюдаются. На самом деле мы не очень хорошо знаем, когда эти традиции появились. Вот в уставе 1853 года церемония подъема и спуска флага уже описана. Там с построением, с музыкой, ну, если на корабле был оркестр, или с звуками горна и барабана, которые на корабле всяко были. Кстати, команда «дробь», в смысле отменить, прекратить на современном флоте, ну, или задробить выражение, то есть отменить, она связана с тем, что на парусном флоте команды об отмене действия подавались барабанной дробью. Ну и, соответственно, это слово зашло в морской язык. Опять же, как и слово «добро» в смысле «да, согласен». Потому что «добро» в кириллическом алфавите — это буква «Д», а буква «Д» в военно-морском своде означает «да, согласен». И, соответственно, сигнальщик, который видел флаг буквой «Д», докладывал «добро», ну и получилось выражение, там, адмирал дает добро, значит, на то или иное действие. Но это вот любопытные такие истории. Но давайте от красивых флагов перейдем к менее красивой вещи, но, может быть, даже более важной. Это морской устав. Действительно, современный моряк, ну и военный современный, привык к тому, что регламентирующей документации очень много. То есть, ну, местами, я думаю, вы со мной согласитесь, местами эта регламентирующая документация не дает вдохнуть. И в гражданской сфере тоже ее стало крайне много, особенно когда компьютеры появились, и стало можно очень легко плодить разные документы. Раньше на машинке-то попробуй напечатай. А теперь принтер напечатает столько, сколько надо, и облегчилось создание всяких документов. Но мы настолько к этому привыкли, что редко кто задает вопрос, а как же появился морской устав, когда и где. Ну и мы знаем, ну, кто немножко об этом читал, что в 1720 году Петр Великий утвердил и приказал напечатать первую часть морского устава. На самом деле у устава были 3 части, и вторая была напечатана в 1722, а третья в 1723 году. Но про них забывают, потому что первая часть посвящена действиям флота в море, а вторая — флоту в гаванях, а третья — береговой инфраструктуре. Ну, его другое название третьей части — Адмиралтейский регламент. Гораздо интереснее первую часть читать, там про корабли, а во второй и третьей про всякие скучные хозяйственные дела. Совершенно автоматически историки XIX века, которые занимались историей русского устава, бросили фразу такую, что этот устав был выборкой из английских, голландских, датских, там, не знаю, шведских уставов. То есть Петр приказал все собрать, перевести. Как рассуждали? Мы только создаем флот, а английский, голландский флот уже там вовсю существует, да и датский, и шведский. Но очевидно, что у них есть какие-то уставы, и Петр их приказал перевести, там, надергать каких-то правильных цитат и издать устав. Так вот, я тут, буквально несколько лет последних окончательно это осознал, и надо это пропагандировать, эту мысль, что на самом деле Россия стала первой в мире страной, получившей полноценный военно-морской устав.
Ни в одной стране мира в 1720 году не было документа, эквивалентного нашему морскому уставу. То есть, тут возникает, как так может быть? Очень просто. Мы привыкли, опять же, к тому, что у нас много книжек, что если вы не знаете чего-то, сейчас, наверное, уже привычка полезть в интернет и посмотреть в каком-нибудь поисковике, но у людей моего поколения в свое время была привычка энциклопедию взять, там, словарь какой-нибудь, библиотеку, в конце концов, пойти и поискать что-то. То есть обратиться к книге. В конце концов, интернет — это тоже книга, но такая в другой форме существующая. Так вот, люди 17 века вообще жили в других условиях. Не существовало книг по целому ряду проблем. То есть не было, например, учебника по кораблестроению, не было учебника по навигации, а по морской практике уж тем более не было учебника. Первый русский учебник по морской практике — это Платон Яковлевич Гамалея, это рубеж 18-19 века. А в Англии первый учебник по морской практике, вы будете смеяться, был издан в середине 19 века, то есть на 50 лет позже, чем в России. А как так могло быть? Потому что знания передавались средневековым методом, от учителя к ученику, от отца к сыну. Я вам расскажу забавную историю. Вот подумайте-ка, в России можно найти курсы обучения собиранию грибов с выдачей сертификата, что вы умеете грибы собирать и отличаете белый от поганки. А в Англии нет курсов яхтинга. А как так? Потому что нас бабушка ведет в лес или дедушка и учит, что вот это деточка-поганка, а вот это белый гриб. А в Англии дедушка берет мальчика, вывозит на лодке парусной в Северное море, и мальчик тоже ходит в это Северное море, как в лес за грибами. В этом заключается национальная особенность. И мы вот так с детских лет в Северное море еще к тому же не выходим. А яхтсмены, кстати, говорят, что Средиземное море — это детский сад, Балтийское море — это средняя школа, а Северное море — это университет, потому что с точки зрения условий это действительно вот так и выглядит. И когда ты выходишь из своего Портсмута родного, и у тебя Северное море тут же начинается. Волей-неволей там приходится, ты или утонешь, или научишься управлять этой парусной лодкой. И никакой итальянец, никакой грек в своем Средиземном море такую школу не пройдет. А почему у нас люди любят отдыхать на Средиземном море на яхтах, а не в Северном море? Потому что в Северном море не отдохнешь на яхте, а в Средиземном отдохнешь. И в 17 веке люди учили друг друга. Более того, специалисты берегли свои секреты, потому что если он расскажет всем встречным, поперечным свои секреты, то секреты эти обесценятся, и никто не наймет его в качестве специалиста в следующий раз и не заплатит ему деньги. И Петр столкнулся с тем, что когда он решил создать флот, нужно было посылать русских людей учиться за границу, а за границу посылали не только на офицеров учиться. То есть были, дворяне, обучили которых математике в навигатской школе, и которые поехали за границу практиковаться как офицеры. Но посылались тысячи русских матросов, то есть неграмотных ребят, которых из Архангельска отправляли в Англию, а шла война за испанское наследство, кстати, в это время. И наши матросы участвовали во всех битвах английского флота времен войны за испанское наследство. Сохранились так называемые сказки. Сказка — это рапорт вообще по-современному. Сказки этих матросов, которые вернулись в Россию, но они записывались обычно под диктовку, потому что большинство этих ребят были неграмотными. Еще интересно, они не знали, куда они поплыли, естественно, потому что им никто и не говорил. Но они пишут, пришли к Гешпанской земле, стреляли по какой-то крепости, а потом было морское сражение. И по каким-то косвенным данным удается понять, что это было какое-то известное морское сражение от времен войны за испанское наследство. Кое-кто инвалидом, кстати, возвращался. Там есть, как минимум один документ я видел, парень, ему было 20 с небольшим, вернулся без ноги, потому что ее ему оторвало во время сражения. Его, тоже не бросили, его пристроили сторожем при складе в Архангельске, чтобы он имел пропитание. Потому что он же не по своей воле этой ноги лишился, а на царской службе, в общем-то. И другого способа обучения не было. И Петр через какое-то время увидел, что очень медленно это обучение проходит. То есть нужно было 5-6 лет, чтобы офицер
обучился таким образом в Европе, а шла Северная война, нужны были тысячи специалистов, это была недопустимая трата времени. Да еще кто-то там и оставался в Европе, кто-то выучивался не на морского офицера, а на инженера там, или архитектора, или дипломатом становился. Такие тоже были ситуации. И Петр подумал, что надо перевести какие-то книги с европейских языков, ну, потому что явно в Европе есть какие-то книги о навигации, например. Бросились искать, и оказалось, что их нет. Ну, по артиллерии нашли несколько книг. И то, самую хорошую, как выяснилось, тут недавно не нашли. Ну, то есть ее нашли, но слишком поздно уже было, уже 3 перевели другие. И тогда, примерно в начале 10-х годов, Петр понял, что нам нужно самим писать какое-то это руководство, которое бы собрало всю существующую мудрость под одной обложкой. И началась работа над морским уставом. Одновременно и над сухопутным уставом начинается работа, но он чуть раньше, в 1716 году, был издан. Тогда же Петр задумывается о создании военно-морского учебного заведения, которое было создано в 1715 году под названием «Морская академия», а потом он создает еще и гардемаринскую роту в дополнение к морской академии. И получилась к концу Петровского царства неудивительная вещь. Россия, которая догоняла, обогнала с точки зрения морского устава и с точки зрения военно-морских учебных заведений, обогнала Англию и Голландию, старые морские державы. И это очень хороший пример тому, как это происходит. Потому что если перед вами стоит вызов, вам нужно, ну, или умереть, или научиться. Вы, естественно, придумаете умирать не хочется, поэтому вы придумаете какой-то эффективный способ обучения. И в данном случае Петр придумал морской устав, а морская академия была уже настоящим военно-морским учебным заведением. Единственное, чего там не было казарменного расположения учащихся и не было питания казенного. А потом Елизавета в 1752 году создала морской корпус, где было уже и казарменное расположение, и трехразовое питание. И там уже все было совсем как в современном военном училище. Кстати говоря, это тоже было одно из первых в Европе такого рода военных учебных заведений. Но, пожалуй, в Пруссии вот такие были и у нас. Больше практически нигде. Там потом австрийцы вскоре создали Терезианскую военную академию. То есть, действительно, необходимость догонять вот какие-то передовые страны, она требует придумывать какие-то способы, и эти способы изобретаются. Но и устав морской действовал у нас до 1917 года. Вот есть такая особенность дореволюционного законодательства. Оно не отменяло последующие акты, не отменяли предыдущие, а накладывались на предыдущие. И после этого устава Петровского 1720 года был устав 1797 года Павловский, написанный адмиралом Кушелевым. Потом был устав Константиновский 1853 года по имени Константина Николаевича, генерал-адмирала. Потом был устав 1885 года, и потом в него вносились уже изменения и дополнения. Но в целом, еще когда судили офицеров эскадры адмирала Небогатого, которые сдались после Цусимского сражения, применяли нормы Петровского морского устава. Потому что в Петровском морском уставе, в частности, есть норма о сдаче. Кстати, интересный вопрос. Вот у нас постоянно неправильно цитируют морской устав, не то место цитируют, когда говорят об отношении Петра I к сдаче в плен кораблей. Цитируют фразу, что все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флагов, вымпелей и марселей. Но эта фраза относится к вопросу о салютах, и она стоит в главе о салютах. То есть речь здесь идет не о боевой ситуации, а о том, что когда обмениваются салютами с иностранными кораблями, русские корабли не должны в одностороннем порядке приветствовать иностранные, а только на паритетных основах. Кстати, относительно салютов с береговыми крепостями, там была фраза, что «не салютовать, не обослався». То есть сначала нужно было послать офицера на шлюпке, чтобы обговорить вопрос о салютации, а потом уже производить салют, обращенный к береговой крепости, но чтобы обязательно ответили, чтобы не было ситуации, когда мы отсалютовали, а нам ответа не дали, что было бы оскорбительным. А вот о боевой ситуации у Петра тоже есть указания, но в главе об обязанностях капитана. И там говорится, что, в принципе, есть 2 случая, когда можно спустить флаг и сдаться неприятелю.
Первый случай, когда у вас полностью кончились боеприпасы, но там оговорка есть, что когда они стреляны для дела, а не на ветер, для нарочной истраты. При этом еще второе, сюда же добавляется вот к этому условию, второе условие, что корабль при этом имеет течь сильную, и рядом нет мели, на которую можно было бы корабль поставить, чтобы спасти экипаж. То есть, если эти условия соблюдены, то тогда сдаться можно. Но это крайний случай. И, кстати, у нас был пример очень любопытный в 70-е годы 18 века, в конце 80-х. Случилась на Черноморском флоте трагедия. В очень сильный шторм попала эскадра в начале русско-турецкой войны. И корабль «Мария Магдалина» потерял все мачты, бушприт, руль и был занесен в Босфор. Ну, для парусного корабля потеря мачт, бушприта и руля означало, что он, это как человек, которому отрубили руки и ноги. То есть он не может вообще никак управляться. Там была сильная течь, но ее помпами можно было удерживать в разумных пределах. Английский капитан на русской службе Бенджамин Тиздель, который командовал Марией Магдалиной, решил сдаться туркам. И сдался. Но там судьба была трагичная экипажа. Около половины русских моряков погибло в плену, потому что условия были обеспечены, как вы понимаете, санаторные турками. Но дальше, когда экипаж вернулся, Тизделя судили. И поскольку он не был русским подданным, то его нельзя было казнить там или слать в Сибирь, но его лишили чина и выслали из России. Это была максимальная санкция, которую можно было к нему применить. А почему? Вот в чем было противоречие? По европейским меркам, если у вас сбиты мачты, то вы имеете право сдаться. Но в Петровском уставе сказано, только если боеприпасы закончились, и есть течь, и нет мели, которую можно поставить корабль. Эти условия в данном случае не были соблюдены, поэтому Тиздель был признан виновным в сдаче. У нас был, кстати, еще один случай, тоже потрясающий, не могу его не рассказать, надо его популяризировать, потому что заодно еще и о забытом герое вам расскажу. Именем этого человека нужно корабль назвать, надо об этом постоянно говорить. Я думаю, что если постоянно говорить, то постепенно мы добьемся этого. Но начиналась история с совершенно не героического эпизода. Был у нас такой капитан Пьер де Фремери в русском флоте, француз, при Петре Первом взятый на службу. Кстати, очень толковый гидрограф, он участвовал в описании Каспийского моря. И быстро рос в чинах, и в 1734 году он командовал фрегатом «Метава». А в 1934 году была такая война, опять же, мы-то сейчас уже привыкаем к тому, что войны там гибридные всякие ведутся. На самом деле это не такая уж новость. В 1734 году Россия вела необъявленную войну. Россия вмешалась в польские дела, что постоянно происходило. Там выбирали короля, и Россия боролась за нашего кандидата, саксонского принца, а французы боролись за своего кандидата. И в Данциге сторонники французов были осаждены, французы подбросили туда пехоты 2000 человек и ввели эскадру в Балтийское море, но война не была объявлена. А Метаву послали на разведку к Данцигу, чтобы туда выдвигался флот, как раз наш Балтийский. И Метава обнаружила 5 линейных кораблей французских у Данцига. Сама она была под шведским флагом. Кстати, к вопросу о том, что можно было поднимать не свой флаг. И когда обнаружили эти 5 французских кораблей, то Метава пошла к своему флоту, чтобы доложить о том, что обнаружен потенциальный противник. Но в те времена ход корабля не зависел от его размеров. Сейчас обычно так принято в 20 веке, что чем меньше корабль, тем больше у него скорость. Но если он слабенький, он может убежать от сильного противника. В те времена это было не так, и линейные корабли догнали Метаву довольно быстро, окружили ее. Оказалось, что командует французская эскадра адмирал, знакомый де Фремери, и де Фремери поехал на французский корабль, поговорить, встретиться с знакомым, тем более, что войны нет. Французы его задержали, выслали шлюпки, которые захватили Метаву, а русский экипаж не сопротивлялся. Потому что ситуация была, согласитесь, двусмысленная. То есть войны нет, противник, как минимум в 10 раз сильнее по массе артиллерийского залпа. То есть у Метавы, конечно, не было ни одного шанса уцелеть в случае, если бы бой начался. Дальше наших увезли в Брест, а с другой стороны наша доблестная армия захватила 2000 французов в плен. И зиму
погостили друг у друга, потом разменялись, и русский экипаж был возвращен в Россию. Начался суд. И суд, основываясь на Петровском уставе, приговорил всех офицеров к смертной казни, а всех нижних чинов, которые находились на верхней палубе, к прогнанию сквозь строй много раз, и оправдал только тех нижних чинов, кто находился на нижних палубах. Ну, потому что посчитал, что они не могли судить о том, что происходит вокруг корабля. Кстати, в числе приговоренных к смерти был не только Пьер де Фремери, но и Харитон Лаптев, наш знаменитый в будущем полярный исследователь, именем которого названо «Море Лаптевых», ну, его вместе с братом. И Анна Ивановна помиловала всех осужденных, никто не был расстрелян, никто не был наказан, всем вернули чины. Но суд основывался на букве Петровского устава. Заметьте, как строго еще подошли, что несмотря на то, что война не объявлена, несмотря на то, что формально французы не были врагами, допускать захват российского корабля кем бы то ни было признано недопустимым. И второй момент, поразительный совершенно, что в XVIII веке, когда солдаты матросов, ну, скажем так, людьми особенно не считали, и предполагалось, что офицер должен думать, а солдат и матрос думать не должен, это вредно, он должен делать то, что ему приказали. Суд стал на ту точку зрения, что каждый солдат и матрос на борту Метавы был обязан сопротивляться французам, даже не получив приказа от своих начальников. И это, ну вот, прям жесткое решение. Но я бы не рассказывал об этом, вроде бы позорный эпизод, что там вот о таких вещах рассказывать, если бы не вторая часть этой истории, которая случилась в 1737 году, когда началась русско-турецкая война, была создана такая флотилия из больших лодок, которая действовала в Азовском море прибрежное, и де Фремери командовал отрядом этой флотилии. И он наткнулся, тоже на разведку был послан, и тоже наткнулся на турецкие галеры и корабли, и они его преследовали, и наши не смогли оторваться, не было ветра на веслах, турки шли лучше. Де Фремери после этого сделал следующее. Он выбросил бот на отмель, приказал всем подчиненным спасаться, выстрелил по подошедшим туркам из 4 маленьких пушечек, которые были на борту, и взорвал свой корабль. Он был первым русским моряком, который взорвал свой корабль, чтобы не сдаваться в плен врагу. Но вместе с ним погибли матрос и унтер-офицер, которые с ним вместе остались. А знаем мы об этом из доклада Мичмана, который возглавил вот эту партию, высаженную на берег, которая по приказу сошла с корабля и потом добралась до своих и доложила о том, что произошло. Но в те времена не было практики посмертных награждений. Вот она появилась только в XIX веке. В XVIII веке считалось, что человек, если умер, его уже Бог наградит, и земные награды ему не нужны. Поэтому подвиг де Фремери не нашел должного, как бы сказать, воздаяния. Но я думаю, что... Ну и как-то вот обычно вспоминают капитана Сакина, который спустя 50 лет повторил подвиг де Фремери, тоже во время русско-турецкой войны. Взорвал свой корабль, чтобы не достаться туркам. Турки, кстати, после вот этого случая де Фремери и Сакина перестали пытаться брать русских на абордаж. То есть турки решили, что русские, ну, в общем, такие ребята, которых на абордаж лучше не брать, потому что мало ли они там взорвутся и вместе с турками. Именем Сакина еще пытались назвать эсминец, но там наступила Первая мировая война, а фамилия немецкая, поэтому решили его так не называть и переименовали. Но вообще мы, наверное, должны вспоминать наших героев, независимо от того, кем они были по рождению, французами, там, немцами или еще кем-то. В конце концов, у нас год единства народов России в этом году. И я думаю, что было бы очень уместно назвать боевой корабль именем Пьера де Фремери, который первым совершил такой подвиг. Но я бы увидел в этом еще одно обстоятельство. Смотрите, какое воспитательное воздействие оказывает устав. Вот устав был применен на полную катушку после сдачи Метавы. Ну, хорошо, что Анна Ивановна помиловала, конечно, участников этого события. Но дальше, когда сложилась такая же ситуация, человек совершил подвиг. Ну, потому что понимал, что другого варианта нет. И это очень поучительная история, на мой взгляд. Но вот в книге «Откуда и что на флоте пошло» вы эту историю про де Фремери не прочитаете, потому что ее вообще первым пикуль Валентин Саввич, при всем таком, я бы сказал, прохладном отношении к пикулю, потому что он был большой фантазер,
выдумщик и, как бы сказать, не очень придерживался исторических фактов. Но Пикуль популяризировал эту историю про де Фремари, но вот прошло 50 лет после этого, а все равно корабль его именем не назвали. Ну и это еще одна история интересная о том, как вот морские традиции формируются, как они вырастают из практики флота. У нас во время русско-турецкой войны 1768-74 года был принят на службу такой английский адмирал Джон Эльфинстон, который не вписался в русский флот, ничего здесь не понял, все перепутал, в итоге его выгнали. Но он написал мемуары обширные о русском флоте. Спасибо ему, потому что источников у нас немного о флоте XVIII века. Он очень не любил русских, он всякие гадости там писал про русский флот. Но одна фраза достойна быть эпиграфом. Просто, ну, как бы сказать, какого-то, не знаю, сочинения о русском флоте. Он пишет, что русские офицеры ничего больше не делают, кроме как молятся и читают устав. Вот шикарная вот формулировка, потому что в Англии читать было нечего, устава у них не было, а у нас был.